Польское радио на русском. Уважаемые радиослушатели и радиозрители, я, Ирина Завиша, представляю Польское радио на русском и призываю всех подписываться на наш YouTube-канал, где много интересного, где выступают компетентные эксперты и где можете услышать мнение о событиях в Польше и в мире. Начну с того, что на днях негосударственный аналитический центр Украинской студии стратегических исследований огласил результаты доклада «Дагестан. Первый на выход». По сообщению нашего киевского корреспондента, вывод, к которому пришел автор опубликованного доклада Юрий Олейник, Республика Дагестан в Российской Федерации является тем регионом, в котором наблюдается наибольший уровень конфликтности и антимосковских силовых выступлений. А я к разговору о ситуации в Дагестане пригласила Умара Хитинова, общественного деятеля, активиста движения за суверенитет Дагестана, автора статьи «Будущее России-4. Растущий разрыв между Москвой и Дагестаном», опубликованной на сайте The Jamestown Foundation, которая в определенной степени для меня, по крайней мере, перекликается с тезисом вышеупомянутого доклада. И здесь мой первый вопрос к нашему гостю. Так ли это? Здравствуйте, спасибо, что пригласили на эфир. Сразу скажу, что для меня перекликается только в целях, а не в остальном. То есть, да, есть конфликт, да, Дагестан стремится к независимости, это сказано и в докладе, и в моей статье, однако я не согласен с выводами авторов и экспертов, которые участвовали в написании этого доклада. Можно я коротко поясню? Доклад, я как понял, был написан по результату форума, организованного этим центром, на котором в том числе должен был участвовать мой соратник, мой коллега Али Чаринский. Он находится в Украине. Это один из самых активных, скажем, спикеров дагестанского сопротивления. Он на этом форуме, как я понял, не участвовал. Поэтому, как такового мнения дагестанца со стороны сопротивления услышано не было. Напротив, моя статья – это мнение дагестанца со стороны сопротивления, которое подано, опубликовано на сайте Jamestown Foundation, не то чтобы вывод экспертов, не относящихся к Дагестану, а всего лишь ознакомившихся с какими-то материалами, да, а вывод человека непосредственно с этой земли, с этой темы, как у нас говорят, человека знакомого со спецификой определенной, да. Умар, следующий вопрос более личного характера. А что привело вас в общественно-политическую деятельность? Из того, что я о вас прочитала, вы по образованию психолог. Был ли какой-то личный вот такой поворотный момент, когда вы решили открыто говорить о ситуации в Дагестане и выступать за независимость республики? К сожалению, нам не хватит времени эфира, чтобы рассказать, почему. Как я до этого дошел. Я думаю, скоро мир увидит или услышит книгу или фильм об этом. Если коротко, сама суть понимания справедливости и несправедливости в этом государстве, как Российская Федерация, да, для человека, который не прячет свой ум за страх, она ясна. И в этой ситуации, я думаю, любой бы согласился с моим выводом, что нужно бороться за людей, а не за государство, то есть в такой стране, как Российская Федерация, потому что эта страна не для людей. Я это осознал достаточно рано, еще в подростковом возрасте, и фактически строил свой путь жизненный, основываясь на принципе «я хочу изменить вот это болото», если мягко выражаясь. Еще со школьной скамьи, читая обычный учебник по истории, я понимал, что Дагестан был оккупирован. И я внутренне был не согласен с тем, что Дагестан находится в составе России, зная и понимая, какая это страна и как она издевается над своим народом. То есть просто на основе знаний истории и очевидного наблюдения за реальностью. То есть вы начали осознавать, что политика вообще федерального центра, так называемого, в отношении Дагестана носит вообще системный характер и направлена на подавление независимого развития.
Я это начал осознавать через личное, скажем, через конфликт, вот это вот русский-не русский, если опускать до банальности. Я жил в Саратове, вырос в Саратове, ходил в школу, младшую, среднюю школу, поступал в университет на факультет юриспруденции, это я потом перевелся на психологию в Дагестан. Так вот, личностные свои, то, чем я лично столкнулся в быту, скажем, понимание системы и, как я уже сказал, знание истории и прочих аспектов, да, привели меня к этой мысли, но одним из решающих толчков, несколько таких было, если позволите скажу. Первое, это было делом об убийстве директора телеканала ГТРК «Дагестан» Гаджа Башилова, в котором обвиняли моего старшего брата. Естественно, незаконно, естественно, на ровном месте. Я, будучи общественным защитником его, могу по праву считать, что я его спас от пожизненного срока или от ликвидации в тюрьме, потому что я доказал его невиновность, помог адвокату, скажем, в этом процессе и освободил его из тюрьмы. Потом следующим этапом было то, что я начал изучать в том числе религию ислам, и эта религия меня побудила к борьбе за справедливость, за людей, за общество. То есть она открыла для меня новое как бы понимание, да, жизненных процессов. И вот совокупность вот этих вот опыта и знаний привели к тому, что я встал на этот путь и присоединился к максимально активным действиям. Это сразу были общественные мероприятия, в том числе пикеты, митинги. В результате одного митинга, организатором которого был я, был погром, скажем так, были масштабные задержания. 52 террориста задержали, передавали по новостям федеральным, хотя арестовали только 4, остальных отпустили. И так далее. То есть много чего было. И даже была заявка на миллионный митинг в Москве против ксенофобии, который, естественно, не дали провести. Вот Россия, Москва, условно говоря, сдерживает также экономическое развитие региона, экономическое развитие, в частности, Дагестана. И вот позвольте, что я процитирую ваше высказывание из статьи на портале «Кавказ Реалии» под названием «Имперская политика или способ выживания. Почему Северный Кавказ официально безработный?» Вот там приводится ваше высказывание. «Колониальная политика меняет только флаги и костюмы, но не свою суть. После начала полномасштабной войны Кремль сделал вид, что особо поддерживает Дагестан. Однако все, на чем сейчас сосредоточено руководство республики, это вербовка дагестанцев на войну, создание рабочих мест в сфере туризма, где местное население не более чем туземный обслуживающий персонал». Вот здесь вопрос вот в чем. Как изменилась политика Кремля по отношению к Дагестану после 2022 года, то есть после начала полномасштабной войны России против Украины, и как она повлияла на настроение в самом Дагестане? В целом политика не изменилась. И я бы сказал, закручивание гаек стало еще сильнее. До 2014 года, а мы как бы, скажем, все члены дагестанского сопротивления, все, кто осознают эту реальность такой, как она есть, мы считаем, что война в Украине, также и украинцы, началась в 2014 году. Да? И до 2014 года Кремль максимально силовым путем закручивал любое сопротивление, в том числе вооруженное подпольное сопротивление. С 2014 года, несмотря на то, что были такие, как я, там нас тоже то выдавили, то посадили, то ликвидировали. В 2002 году лишь поменялась определенная форма, как я сказал, да, то есть сменили костюмы и несколько лозунгов. По сути, экономическая сторона колониальной политики осталась прежней. Регион разграбляется, регион датируется, то есть дотации, субсидии, а развиваются только в направлении туризма и военщины. То есть, там, помимо вербовки на войну, еще решили открыть там сборку БПЛА, что сделало, скажем, Дагестан, закрепило вот это вот положение законной военной цели для Украины, для ударов там украинских ракет или БПЛА по территории Дагестана. Да? Хотя Дагестану Украина ничего плохого не сделала, но нас туда втянули. А в целом отношение Кремля, да, не изменилось. Они хотят, чтобы нас там не было. Нас, дагестанцев, в Дагестане, чтобы эта земля, как они говорят, стала русской по-настоящему, и чтобы через 100 лет они ее называли исконно русской землей. А какие-то там дагестанцы – это печенеги и прочие вымершие народы. Они просто пытаются по-другому нам это преподнести, то есть не физическое истребление, а ассимиляция.
наглым образом навязывая нам все чуждое нам и отбирая у нас все наше, и любую попытку защититься от этого называть экстремизмом и терроризмом. Умар, а как сами люди вот в Дагестане, ну вот в частности женщины, у которых сыновей, братьев, отцов забирают на войну, сами те, которых призывают или вербуют, или пытаются вербовать, как люди к этому относятся? У нас существует такая проблема, что люди знакомы с репрессиями и силовым блоком через наше вооруженное сопротивление, через общественное сопротивление. Да? У нас постоянно то террористов, то экстремистов ловят или ликвидируют. И есть такой нарратив, что дыма без огня не бывает. Это расхожий нарратив в Дагестане. И все знают, если к тебе пришли, то значит ты в чем-то виноват. Правда, никто вслух не может, боится, люди боятся вслух сказать, что дым без огня не обязательно, что ты виноват в чем-то, а может быть причина в том, что ты залез туда, куда тебе не стоило, сказал то, что не стоило. Потому что все понимают репрессивность этой системы, и никто не жалуется. Вот, например, есть статистика от украинской стороны по пропавшим без вести. Опубликовал эту статистику блогер Ислам Белакиев, ингушско-чеченский блогер, который тоже в Польше находится. Да. Угу. Эта статистика была создана на основе обращения, например, жителей Северного Кавказа к украинской стороне в целях поиска своих пропавших родных на войне. Это не статистика российская, где граждане обращаются с помощью «подскажите, пожалуйста, куда пропал наш мальчик, наш брат, муж» и так далее. Нет, Россия, она же не ведет этих статистик. Она сжигает крематории, которые как адские печи на износ работают. Она просто теряет людей, обнуляет, и чтобы не выплачивать деньги, чтобы вообще не было жертв. Не было цифр о потерях. Да, еще в сталинские времена нет человека, нет проблемы. Да, так вот, люди, скажем, понимают это, но они боятся. Они боятся об этом говорить, потому что, как бы это объяснить, проблема ведь не в том, что у нас там боевые действия идут, да, проблема в том, что все знают, что если ты что-то захочешь сделать, за тебя никто не заступится, потому что ты, в свою очередь, не заступался за того, в отношении кого репрессии уже были осуществлены. У нас каждая семья столкнулась так или иначе с репрессиями. То есть брат, сват, неважно, родственник, сосед, друг. Кто-то отворачивался от своих знакомых родственников, думая, что я лучше не буду в это лезть, а теперь он сам уже стал жертвой, потому что его сына, его брата, его мужа, ее мужа отправили на войну, и человека нету. Ну вот мы подошли к вопросу о реальной политической субъектности Дагестана сегодня. А есть ли у общества в Дагестане инструменты для самоорганизации внутри? Нет, к сожалению, никаких инструментов нет. Я постарался максимально доступно в своей статье на сайте Jamestown Foundation, о которой вы говорили, именно обозначить, что колониальная Россия политики, она целенаправленно истребляет любую субъектность. Дагестан как суверенный, как автономный суверенный регион, да, вошедший по договору в состав России, РСФСР, потом России, он не имеет никакой субъектности. Это абсолютно подчиненная губерния, где есть генерал-губернатор в прямом смысле. Это генерал, который участвовал в войне в Чечне, то есть который участвовал в оккупации независимой Ичкерии. Он у нас генерал-губернатор. И он решает, что и как должно быть, не местная элита. Вот есть ошибка в этом докладе украинском, что какие-то элиты существуют, и как будто бы Кремль и репрессии нет в Дагестане элит, противоречащих Кремлю. А вопрос репрессий, он по всей России одинаковый. Наворовался, не поделился, в тюрьму. Деньги забираем либо в бюджет, либо в карман Путина. Я уже не знаю, как там распределение идет. Не удовлетворил интересы Кремля, пожалуйста, вот в отношении тебя репрессии и так далее. Это не элита субъектная, это элита абсолютно подчиненная в том числе. Умар, вот сегодня значительная часть дагестанского сопротивления, она находится за границей, в эмиграции. А на ваш взгляд, насколько влиятельна вообще диаспора? Какие задачи она ставит перед собой прежде всего? Это больной вопрос, и если говорить откровенно, нету единой структуры
в отличие от многих деколонизационных движений, там, представляющих разные регионы современной России, да, все еще существующих, Дагестан, он представлен большим числом движений. Мы консолидированы, но мы не единым фронтом выступаем. И на самом деле мы можем там поравняться с Ичкерией, да, с независимой Ичкерией в количестве разных движений. То есть у нас есть в Украине 3, как минимум, действующих организаций движения, есть в Турции, вот в Европе, вот есть я, допустим, в Польше, в США есть активисты, и мы сейчас это все развиваем, и это все формируется в разные движения, организации, фонды, форумы, проводятся мероприятия, как 3 уже проводилось конференции, 4-я планируется по этим вопросам. То есть, да, движение есть, оно представлено различными сторонами, но единой консолидации как таковой нет. Поэтому даже вот пример материал, опубликованный на Der Spiegel, скорее всего, это российская подача, о том, что якобы Дагестан, может быть, там к 40-му году станет независимым, но вряд ли и он разобщен, и вообще он будет поделен, и его разнесет по частям. Это говорит о том, что Кремль знает, что Дагестан не представлен докладами, исследованиями, структурированной какой-то структурной единой организацией, поэтому можно бить по больным точкам, то есть продолжая рассказывать о своих нарративах, которые рассказываются внутри Дагестана уже внешнему миру, чтобы мир не принял этого движения, которое сформируется когда-то. Оно еще молодое, оно еще такое зачаточное. Объясню почему. Несмотря на традиционность, у нас была независимость в XIX веке. У нас была независимость в начале 20 века. У нас было движение в начале новой истории России, когда Советский Союз распался. Но в результате русско-чеченской войны все погасло, общественно-политические движения погасли. Потом у нас было военизированное военное подполье, которое обозвали террористами и бандформированием. Но мы все это считаем продолжающейся традицией сопротивления. Военной, то есть как государственной, военной, политической, общественной, культурной традиции. То есть она никогда никуда не уходила. Но современный этап, это берущий начало с 22 года, это абсолютно новое сформированное движение. Мы все с разных направлений собрались и решили, однозначно мы боремся за независимость открыто и в рамках тех процессов, которые вот существуют, да, мы просим поддержки мира, мы готовимся к войне в том числе, мы взяли на себя ответственность сделать все, чтобы прекратить эту вакханалию, эту тиранию и вот эту вот кровавую зависимость от Кремля. Вот сценарий возможного будущего Дагестана да. Я поставила себе вопрос от наиболее вероятного до наиболее желаемого, а сейчас переставлю, вот беседуя с вами, переставлю местами, потому что желаемый мы уже услышали, может быть, от желаемого до вероятного, и как сделать так, чтобы все-таки к желаемому прийти. У нас, я думаю, большинство, кто в эту тему вовлечен, в эту деятельность, со мной согласятся, что у нас и желаемое, и вероятное сходится. Потому что Дагестан – это политически сформированный регион, вот, как Дагестан. Несмотря на то, что более 30 наций коренных, автохтонных, несмотря на то, что более 100 разных наций живут достаточно долго там, в этом регионе. Есть даже как коренное население горские евреи, есть армяне и так далее. Дагестанцы – это политическая нация. Она сформировалась недавно, но она сформировалась. И, кстати, она сформировалась как политическая нация, вот дагестанская, да, в результате как раз-таки кремлевской, неуклюжей, нелепой колониальной политики. Кремль нас сплотил как дагестанцев. Он хотел слепить из нас регион на отшибе, где-то там, на краю нищий, бедный, несчастный регион, но он слепил из нас нацию, как форпост будущей независимости всего огромного евразийского региона от России. Все смотрят на Дагестан, это правда. Все смотрели, смотрят и будут смотреть. Даже если мы последние объявим о своей независимости, но наше место слишком стратегическое, наше положение слишком сложное, как вот эта многонациональность, многокультурность, многорелигиозность и так далее, и так далее, и так далее. И все смотрят, а как этот сложный регион справится? Мы тоже хотим понять. Мы там, допустим, Башкортостан, Татарстан и другие регионы, где мы моноэтничные фактически. Мы хотим понять, как этот регион справится. Это же модель универсальная, это уникальная модель.
модель. Уникальная, согласна. Это первое. Второе. Международная поддержка. Имам Шамиль боролся против Российской империи. Он стремился к международной поддержке получить. Гацинский и Узун-Хаджи боролись против белых и красных в 17-25 годах. Многие не знают, но независимость в Дагестане была с 17 по 23 годы. То есть фактически устойчивое государство в горах. Также многие не знают, что Дагестан – это страна гор, переводится, да, и она фактически была страна гор, но степные территории в результате передела границ Советский Союз прилепил к Дагестану, но даже это не портит нынешнюю ситуацию. Это уже стало частью Дагестана. И никто с этим как бы особо сильно не спорит. Да, там есть, скажем, этническо-территориальные претензии ногайского народа, но мы говорим, передел границ сегодня – это сложный вопрос. Вопрос легче – это давайте установим устойчивое государство, наделим это государство справедливыми механизмами, да, дадим людям возможность жить, радоваться жизни, а потом мирно и спокойно решать. Вот как дальше исправлять те проблемы, которые несколько сотен лет нам приносила Россия, и из-за которой мы находимся, имеем то, что имеем. Ну, маемо, что маемо, как говорят в Украине. Да. Этот экскурс тоже в историю небольшой. Я думаю, что он очень важен, думаю, для наших слушателей, которые, возможно, не все сориентированы в истории Дагестана и в нынешней ситуации. Напоследок, к сожалению, эфирное время у нас достаточно ограничено, но я не могу не спросить вас о Польше. Вот почему вы выбрали Польшу именно как страну для проживания, для деятельности? Это очень сложная для меня тема. На самом деле, я 5,5 лет прожил в Украине в статусе просителя убежища. В 2016 году я туда бежал из России. А 24 февраля 2022 года я решил, что я не могу оставаться в Украине. Я жил в Киеве по нескольким причинам. По-первых, я до сих пор не получил документы, статуса, и это чревато. Да? А вторая причина – это выходящая из первой, скажем. Это, если это в мирное время это доставляет проблемы, то в военное время это доставит колоссальные проблемы. Я собрал вещи, мы с женой, с ребенком, у нас маленькая дочка, выехали в Польшу, но, к сожалению, на границе меня арестовали и закрыли в охраняемый лагерь по решению суда, в депортационный лагерь. Потому что, оказывается, Россия подала запрос в Германию о том, чтобы внести меня в список так называемый СИС-2, это Шенгенская информационная система безопасности. То есть я был в Интерполе в красных циркулярах как злейший террорист, вот поверьте, вот как организатор террористической деятельности. Меня в России розыск федеральный по статье терроризм, это участие в террористической деятельности. Будучи в Украине, я подал запрос в Интерпол, Интерпол принял мой запрос, абсурдно запрос России отменили, дело было заморожено, я попадаю в Польшу, на границе меня арестовывают и удивляются, а как ты никогда не был в Евросоюзе, в Германии и так далее, попал в этот список? Я говорю, не знаю, спрашивайте у Германии, они у меня, я откуда могу знать. Логика была понятна. Я через суд добился освобождения с охраняемого лагеря под залог. Скажу честно, не маленький залог, 7,5 тысяч злотых. И потом уже добивался получения защиты международной в Польше и в результате получил. То есть не то, чтобы я хотел, на самом деле. Нужно понимать, что человеку, который 5,5 лет прожил в миграции без документов, без статуса беженца, находясь вне безопасности, как физической, так и политической, так и социальной, и медицинской и так далее, тяжело, скажем, взять и просто сказать, я просто поеду в какую-то страну. Нужно выбирать, да, страна, которая тебе даст защиту, которая тебе даст социальную помощь какую-то и так далее, реабилитацию за 5,5 лет, даже хотя бы психологическую. К сожалению или к счастью, я не буду говорить. Опять-таки, маемо что маемо, да, я в Польше, я рад, что польская сторона увидела, что я не агент ФСБ, не террорист, что я смог обосновать и доказать то, что меня преследуют незаконно, что я жертва. Более того, что я реальный действующий активист, общественник, политик, да, что я за людей борюсь и переживаю, а не то, чтобы я там что-то наворовал или кого-то обманул или ограбил. Вот, скажем, поэтому Польша. А сейчас уже нужно строить свою жизнь, смысл куда-то
бежать, ехать, если я уже могу находиться в этой стране, которая так, скажем, добродушно ко мне отнеслась, в отличие там, от Украины, хотя у меня зла не держу на Украину, да, я знаю, что это всего лишь обстоятельства, но вот так вот получилось. Большое вам спасибо, я вам желаю, не хочу быть банальной, успехов, потому что задачи перед вами очень сложные и трудные, но чтобы ваши желания, ваши возможности совпали и в вашей жизни в Польше, а самое главное, чтобы ваша деятельность в движении за независимость прекрасной страны Дагестан приобрела уже реальные совершенно очертания. Большое вам спасибо за интервью, удачи и всего самого лучшего. Вам спасибо, что пригласили. Дякую bardzo. Уважаемые радиослушатели и радиозрители, я напомню, что у нас в гостях был Умар Хитинов, общественный деятель, активист движения за независимость Дагестана. Я Ирина Завиша. И традиционно заканчиваю нашу встречу просьбой: подписывайтесь на YouTube-канал Польского радио на русском. До свидания. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.